Военная организация швейцарских пикинеров, возникшая в XIV веке и достигшая совершенства в XV веке, совершила настоящий переворот в истории Европы. Даже в открытом поле конные ополчения рыцарей больше не могли чувствовать себя в безопасности. Удачные действия швейцарцев скоро убедили всех в превосходстве глубоких колонн пикинеров в сражениях с любым противником. Разумеется, слава швейцарцев заставляла воевавших нанимать больше пикинеров. Их ополчение, набиравшееся из обычных людей, делало ставку на плотные ряды пехотинцев. Каждый из них не был так же хорошо подготовлен, как рыцарь, зато швейцарцы были спаяны железной дисциплиной и были способны действовать в бою как одна рука. Дороговизна найма и содержание швейцарских баталий компенсировались несомненным качеством пехоты, однако не каждый мог нанять этих копейщиков. Кроме того, поскольку договор заключался со всей конфедерацией, то одна из сторон конфликта не могла воспользоваться услугами швейцарцев. Это привело к появлению схожей по своей тактике и вооружению, но более простой и многочисленной пехоты, вооруженной пиками, немецких ланскнехтов. В организации первых отрядов ланскнехтов, что в переводе означает «слуги страны», приняли участие швейцарские инструкторы. Они и представить не могли, что тренируют силу, которая составит им жесткую конкуренцию. Ланскнехты нанимались преимущественно из незнатного населения Южной Германии, многие из которых жили в предгорьях Альп, совсем как швейцарцы. В среднем ланскнехт был вооружен и обучен хуже, чем швейцарец, однако стоил дешевле, так что взамен высшей роты ланскнехтов можно было с легкостью нанять другую, ведь желающих улучшить свое материальное положение хватало. Немецкие наемники за несколько веков успели покрыть себя славой, также войти в историю как отъявленные разбойники. Именно ланскнехтам мы обязаны словам «мародер» по имени одного из капитанов и «банда», так изначально назывался их воинский отряд. Наемники обычно служили тому, кто больше платил, но, поступив на службу, не позволяли себя перекупить, если наниматель исполнял свои обязанности. Примечательно, что вера слову сохранялась даже по отношению к противнику. При всех преимуществах солдатская жизнь редко для кого была призванием. Убивали наемника довольно быстро. Если его миловали пули и пики, то часто приканчивала болезнь. В самом конце 15 века из-за трения императора Максимилиана со Швейцарией соперничество между ланскнехтами и ополченцами из горной страны приобрело характер непримиримой вражды. Нежелание брать деньги от кого-либо, кроме нанимателя, привело к тому, что ни те, ни другие не брали пленных, чтобы не было искушения отпускать их за выкуп. В первых битвах более опытным швейцарцам сопутствовал успех, однако вскоре ланскнехты подтянулись к их уровню и даже превзошли их.